Всем приветик. Вот хотел поднять эту интересную тему. Значит, увидел в телеграм-канале по-русски проскочила там, так как Трюдо сейчас на Украине был, вот проскочила тема, что у Трюдо проблемы с дома, с федеральной полицией и так далее. Вот хотел более подробно объяснить, что, о чем разговор, так как это у нас тут. Вот, значит так, все очень просто. Значит, в 2016 году товарищ Трюдо отправился гулять на недельку, на 8 дней точнее. А гулять он отправился на Багамы. А почему на Багамы? Он отправился на частный остров Агухана. Вот, Агухан это такой парень, филантроп, вот, идейный деятель там, и тому подобное. Ну, короче, филантроп. Вот. Отправился он к нему на частный остров, пользуясь его частными вертолетами. Там он тоже пользовался, причем абсолютно бесплатно. Кроме того, что отправился он с семьей, так он еще взял с собой несколько главных членов его партии. И вот они все дружно, гурьбой поехали туда бухать, по большому счету. Вот. Вернулся он в январе, в начале января, и поднялась тема сразу же, что а как это так? Он поехал бесплатно туда-сюда отдыхать, и столько, как бы, оценили приблизительно поездку вот это вот в 200 с чем-то тысяч долларов, что типа, как так? Ведь у этого Агухана есть дела с правительством Канады, от которого он получает гранты на всякие свои филантропические идеи, вот, и проекты. Вот. И началась проблема, типа, ну как? Премьер-министр поехал и бесплатно, ничего не заплатив, туда-сюда. Вот. И начали разбираться. Теперь есть в парламенте, в канадском, комиссар по законам этики, по коду этики. Вот. Вот этот комиссар начал расследование. Расследовала и в конце вынесла такой вердикт. Значит, господин Трюдо нарушил как минимум 4 пунктика в этом самом коде этики. Ну, казалось бы, проблема, ну, этика нарушил, то все. Вот. Ну, нормальный парень, я думаю, такой ответственный парень, встал бы и сказал бы: извините, я прогнал, я сделал большую ошибку, я нарушил код этики, как ответственный парень и премьер-министр я подаю в отставку. Вот. А Трюдо встал и сказал: извините, и сел. Не в тюрьму, сел на свое место обычно, и все. И на этом как бы он считал, что все закрылось. Вот. Причем довольно-таки интересный прецедент, как бы получается, премьер-министр нарушил 4 пункта в коде этики, сказал извините, и типа все должны сказать: а, ну нормально, пацан, мы тебя прощаем. Ну, нарушил. Вот. Значит, консервативная партия не поняла, что произошло, и подала заявку в федеральную полицию, чтобы расследовали это дело как криминальное, в плане как бы коррупции и так далее. Вот. Ну, Трудо потом начал говорить, что вот, причем еще при расследовании комиссара по этике, Трудо горячал, что вот, Агухан это друг семьи, он еще с моим папой дружил, но он таки дружил с его папой, когда его папа был премьер-министром, а потом связь с ними как бы оборвалась. А обновилась она, потому что как Трудо опять стал премьер-министром, только в этот раз это сын стал премьер-министром. И вот опять началась связь, началось общение, то все, и вот он поехал к нему в гости туда потусоваться. Вот. Значит, и поэтому комиссар как бы сказал, что то, что ты говоришь, что типа Агухан член семьи, как бы, ну вот странно, что он с тобой не общался, пока ты не стал опять премьер-министром. А как стал, так и общение вернулось. Вот. Значит, передали дело в полицию. Ну, полиция что-то там расследовала долго. И в конце сказали, что мы закрываем дело, потому что, ну, не в интересах публики это. Вот. Теперь, почему все это поднялось опять? Значит, совсем недавно один из депутатов консервативной партии подал запрос в полицию получить дело расследования Трудо. Ну, выдали ему там 600 чем-то страничек. Причем из этих 670 страничек самое важное и самое интересное одна страничка. Там вообще по-детски сделано, да, представьте. Там, короче, вот такая диаграмма блоков. Называется Decision Tree, типа древо решения. Вот. И есть блоки, на которых стоят вопросы и ответы да, нет.
Значит, нет, не виновен, да, продолжаем к следующему блоку. Потому что все эти блоки должны совпасть. Что типа да, и тогда он будет виновен. Ну, первый блок это является ли Трюдо государственным деятелем, политиком типа. Ответ да. Продолжаем к следующему блоку. Имеет ли Агухан какие-то дела с правительством Канады, с государством Канады? Ответ да. Продолжаем к следующему блоку. Потом идет, получил ли Трюдо от Агухана какой-то, ну, типа, какую-то выгоду? Ответ да. Идем к следующему блоку. Вот следующий блок очень интересный. Следующий блок. Имел ли Трюдо разрешение, письменное разрешение от главы своего департамента на получение этой выгоды от Агухана? И вот тут вот ответ, у них там написан ответ, неизвестно. И два варианта. Нет, это типа не виновен, да, это виновен. Но там есть следующий блок, который они продолжили все равно, как бы на всякий случай. Следующий блок это, знал ли Трюдо, когда получал вот эту вот выгоду, что у Агухана есть отношения с правительством Канады. Ответ да, и вот после этого блока уже идет финальное решение, типа, что да, виноват. И вот на этом блоке насчет письменного разрешения и застопорились федеральной полиции. Потому что как бы, ну у него нету над ним кого-то. Так от кого он должен был получить письменное разрешение? По идее, если смотреть, вот как бы абсурдно это ни казалось, но он должен был получить письменное решение от себя самого. Вот. Но самое интересное, это то, что это вот осталось, вот так вот дело закрыли, когда этот блок остался с ответом неизвестно. И вот спрашивают, а почему неизвестно? Неужели так было тяжело спросить у Трюдо, написал ли он себе письменное разрешение? Я знаю, это слышится абсурдно. Но в принципе, вот так вот, если идти по цепочке, написал ли он себе разрешение? Они даже не пытались. Они сказали, наверное, он сам себе разрешил. Да, но он сам себе должен был разрешить в письменном виде. И вот эта вот проволочка, это за которую сейчас зацепились депутаты консервативной партии. И начали это обсуждать, понимаешь, что вот как так, вот закрыли дело, должны были передать в суд, типа туда-сюда, 30-е. Вот. И тут вот произошло на прошлой неделе такое интересное событие. Значит, парламент Канады, дебаты и так далее. Есть всегда в парламенте Канады, особенно когда присутствует премьер-министр, такая рубрика «Вопросы-ответы». Ну, и все уже знают в Канаде, что Трюдо, он, когда не читает по заготовленному тексту или не заучил заранее заготовленные ответы, он начинает сбиваться и пороть всякую чушь. И вот она встает, лидер оппозиции, и говорит, типа, мол, начинает говорить насчет этого дела, туда-сюда, что как так, закрылось дело, почему, типа, коррупция. Он встает, и вот заученный его ответ, типа, о чем вы говорите вообще, это дело разбиралась федеральная полиция пришла к своему мнению, закрыла дело, это было давно, и это уже не важно. Встает она опять и говорит, что вот, в принципе, нету лимита нету как бы просрочности дела в этом плане. Типа, это не важно, когда это было, но это было, как бы, и она ему говорит, написал ли ты себе письменное разрешение. Вернее, я не помню, может быть, второй раз она еще не говорила про письменное разрешение, она вот только сказала, что нету срока годности и так далее, это вообще, это надо все-таки расследовать, и то все, и передать дело в суд. Но он опять встал, уже наполовину сказал изготовленное предложение, наполовину он уже что-то там начал добавлять. И вот третий раз, по-моему, она его спросила, типа, было ли у тебя разрешение письменное? Он встал и вот сказал нет. И потом опять начал свою пластинку, что типа RCMP, проверила, и все, нашло, что он не виновен. И вот тут, получается, есть доказательства того, что письменного разрешения у Трюдо не было от самого себя. Да, абсурд. Согласен, сам себе. Но закон есть закон, процедура есть процедура. И по идее он по закону должен был написать себе письменное разрешение, которое не написал. Вот если бы он написал письменное разрешение, тогда, ну, что делать? Да, коррупция, шмуру. Ну, вот готов, в ту секунду, что он бы подписал бы себе письменное разрешение, но Трюдо, во-первых, всегда считает себя самым крутым и самым лучшим, самым умным. Во-вторых, он считает себя на таком уровне, что никому не должен давать отчет, поэтому он не писал себе никакой письменное разрешение. Он даже и закона не знал наверняка. И код этики, я думаю, он тоже не читал.
хотя и кричал, что он его знает наизусть. Но вот когда был допрос его про скандал скандал с компанией Ви, тогда его тот спросил: ты знаешь код этики? Он ему сказал да. Тот, который допрашивал, кстати, это был Пьер Поливье, который сейчас баллотируется на главу оппозиционной партии консервативной. Вот. Он его спросил, типа, ты знаешь закон? Он говорит, ну вот скажи мне, что написано в таком-то, таком-то параграфе. Тот говорит, ну я сейчас не знаю, я могу достать, почитать. Вот. И тот ему объяснил, но дело не в этом. Дело в том, что закон этики он тоже не знает. И вот он, ничего не зная, подумал, что он, в принципе, абсолютно безнаказанно может делать все, что хочет, потому что он премьер-министр. И вот он поехал. И ничего себе не написал. И вот сейчас консервативная партия пытается ухватиться за вот эту проволочку в законе, что типа, так как РСМП, федеральная полиция, ухватилась за эту проволочку, чтобы закрыть дело, потому что не знаю, хотя даже не спросили у него. Может, если бы они у него тогда официально спросили, он бы эту бумажку сам себе не написал. А сейчас, получается, он уже вживую сказал, что он не написал. Вот. И вот сейчас вот они пытаются вот эту вот дырку в законе, как бы вот эту вот проволочку, они пытаются ее залатать в свою сторону. Надеюсь, что у них удастся, что им это удастся, что вот то, что он подтвердил, что он себе письменное разрешение не давал, это уже нарушение в этой процедуре, и ему придется теперь, как бы федеральной полиции придется теперь обратиться в суд, передать дело в суд, все вот эти вот 600 с чем-то страничек, включая свою идиотическую вот эту диаграмму блоков, передать это в суд, и чтобы суд разбирался. Я, если честно, не знаю, я не вдавался до такой степени в законы, или правящий премьер-министр имеет право быть обвинен криминально в суде и как бы оставаться премьер-министром, пока идет разбирательство, или он обязан подать в отставку. Надеюсь, обязан. Надеюсь, что это да, дойдет до суда, и да, хотя бы просто, чтобы убрать его, пока он всю Канаду не развалил, вот, и всех не угробил, вот, и надеюсь, что это все-таки да, получится у них. Ну вот, просто хотел объяснить, причем он, кстати, из-за того, что все это всплыло, он очень сильно теряется, он даже недавно, как утверждают депутаты, и в принципе, да, было видно чуть-чуть на видео, он как бы не громко, но тихо, сидя на своем месте, матернул кого-то. А это уже считается не парламентское отношение, и поэтому тоже как бы нарушает код этики и так далее. И вот сейчас, после того, как он матернул кого-то, он вышел из зала, и журналисты его спросили, типа, мол, чё, как ты так, это же не по-парламентски, и то все. И он ответил фразой, не помню, если, я извиняюсь, но не помню я точно фразу вот эту вот, ну типа что-то там читать по губам, то все. Он ответил фразу, которую сказал его папа в свое время, когда у него была та же проблема. И вот это вот смешно. Я думаю, что Трудо закончит так же, как и его папа, который после того, как он ушел с поста премьер-министра, был не очень любим людьми. Папа его водил дружбу не только с Агуханом, и с Кастро водил дружбу, постоянно туда тусовался, у него там в гостях вместе с женой. Поэтому многие намекают на то, что Трудо как-то очень странно похож на Фидель Кастро. Причем, если вы посмотрите фотографии молодости Фидель Кастро и нашего Трудо, так и да, там есть такое серьезное сходство, но свечку не держал, поэтому как бы не могу утверждать. Вот, но интересное совпадение такое. И как раз вот перед тем, как он родился, типа где-то за 9 месяцев до, так и семья Трудо гостила у Фиделя Кастро. Поэтому, ну, опять же, может быть, это все совпадение, но вообще очень веселое, интересное совпадение. Особенно его, так как он похож не на папу, а очень даже похож на Фидель Кастро в молодости. Поэтому как бы тут все-таки все думают, что так и, да, там, мама его. Ну, понравился и Фидель. Фидель был красавчиком, когда был молодым, то все. Ну, понравился и понравился. Ну, вот Трудо получился. Наверное. Опять же, свечку не держал, поэтому не могу доказать. Так же, как и все, в принципе, не могут доказать. Разве что, если разрешат ему сделать ДНК. Вообще, с тем, как над этим смеются, с тем, сколько людей это говорят, я бы на его месте, если бы он точно уверен, что он все-таки сын папы, я бы на его месте сказал бы, давайте сделаем ДНК-проверку. Но он не говорит, я думаю, что он все-таки боится, что, может быть, все правы. Вот, ну вот такая вот интересные новости такие про Трудо. Хотел просто, чтобы вы знали, о чем именно разговор, когда вы видите вот эти вот сообщения в русской прессе или в русских телеграм-каналах. Вот, ну, будем ждать новостей, как говорится, что с этим выйдет. Сейчас вот он уехал на Украину. Вот, и надеюсь, что все-таки заставят федеральную полицию передать дело в суд с обвинением в криминальном нарушении. И тогда это уже будет проблема. Хотя, да, у Трудо есть тоже друган, который с смешной прической. Вот,
Борька Джонсон. Тот вообще штраф получил от полиции за преступление, за нарушение закона, который сам же и издал. Причем неоднократно неоднократно нарушал. Штраф, по-моему, только один получил, но остальные, кстати, по-моему, идет разбирательство. Сейчас еще могут ему дать еще пару штрафов. Вот. И он тоже сказал, тоже от него ожидали, что вроде как, ну слушай, это уже получил штраф, уже поймали на нарушении закона, который сам же издал, это уже лицемерие и так далее. Но он тоже сказал, что, ребята, ну давайте займемся Англией. Зачем сейчас начинать вот эти вот новые выборы, то все. Причем его наказали, я говорил вам о местных выборах, потерял он там 500 мест на местных выборах, это около 10%, по-моему, что-то в этом роде. Короче, его наказали, и на следующих выборах его тоже обязательно накажут. Вот. Но вот Трюдо, например, его не наказали на этих выборах, потому что в Канаде очень много слепых людей, которые идут тупо за одним и тем же человеком. Причем, опять же, посмотрите мой ролик про выборы в Канаде, и вы поймете про вообще как система выборов работает в Канаде и в Америке, в принципе, и вы поймете, что, в принципе, самого Трюдо мало кто выбирал. Голосовали за местных представителей либеральной партии и за партию. А так уж получилось, что Трюдо там сидит на верхушке, и он вот под шумок премьер-министр. Но, надеюсь, не на очень долгое время, что скоро это как-то образумится. Ну, всем привет!